Всем привет, с вами Дэн, и у нас на обзоре малайзийский микробренд Revilot. Такое необычное название, на самом деле это сочетание двух слов. Revel, удовольствие, да, можно так перевести, и Zilot, это фанатик. Ну, в общем, часовой фанатик. Вот так они решили назвать бренд. И давайте открывать коробку, а дальше я вам уже немножко более детально расскажу про сам бренд, да. Вот у нас, значит, здесь такая вот двухлетняя гарантия. И самое главное, это, конечно же, сами часы на подушечке. Давайте их достанем и уже будем более детально разбираться, что за модель и что за бренд такой Revilot. Ну, как я сказал, это бренд из Малайзии. Появился он в 2017 году в городе Куала-Лумпур. И начали они сначала на Kickstarter, запустили несколько проектов успешно и дальше уже стали развиваться. Есть сейчас несколько линеек, а сегодня у нас на обзоре как раз таки одна из их моделей, дайверская, называется R6. Ну, строго говоря, полное название это R6 Diver. Они пробуют работать с разными модными материалами: бронза, дамаск, метеорит, карбон. Вот уже там, да, как я уже сказал, несколько линеек вышли. И конкретно в этой линейке R6 у них в коллекции 5 моделей. И, кстати говоря, уже все распроданы на официальном сайте. Однако, что позитивно, эти часы можно купить в России, причем по цене производителя. То есть в рублях, не ждать доставку, без таможни и так далее. Да, в российском магазине. Ссылку оставлю в описании к этому ролику. И по промокоду DNGTAT, этот промокод тоже напишу в описании к ролику, скидка 5% специально для моих подписчиков, то есть для вас. Ну и давайте уже сразу по характеристикам пройдемся, а дальше будем уже детально эту модель рассматривать. Значит, здесь у нас сапфировое стекло, внутренний антиблик, корпус сталь 316L, водозащита 200 метров, ну не зря они называются дайверы. И внутри стоит механизм. Давайте сейчас бумажку уберем туда. Внутри стоит у нас японский механизм Miyota 820A. Запас хода там 42 часа. И с таким вот симпатичным скелетонированным ротором. Ну, можно посмотреть на механизм. Здесь японский механизм, R6, Revilot, сталь и сапфир. Да, и 200 метров. Ну, в общем, основные характеристики все выписаны. Кожаный ремешочек у нас имеется, причем с системой быстрой замены ремешка. И вот такая вот фирменный логотип в качестве заклепки у нас на ремешочке также присутствует. Давайте сейчас немножко передвину стрелки, чтобы циферблат был лучше виден, потому что, как видите, здесь есть дата и день недели. Причем дата и день недели, конечно же, в цвет циферблат, поэтому смотрится все очень-очень симпатично. Вообще, они на сайте своем пишут, что они вдохновляются разными историческими моделями, но нужно отдать им должное, ребята не делают какие-то откровенные хомажи. Да? Вот эта модель, она вполне себе самостоятельная, такая вот немножечко в винтажном стиле, да, но с другой стороны размеры здесь вполне себе современные. Ну и в целом, понятное дело, что исполнение уже на современном высоком уровне. Давайте, кстати, посмотрим по размеру. По безелю у нас получается 43,4. Корпус чуточку, может быть, там на миллиметр поуже, чем безель. Стекло, кстати, смотрите, да, купольное сапфировое стекло, высокое. 14 миллиметров у нас получается по высоте, но если мы посмотрим без вот этого самого купольного стекла, ну здесь, видите, поменьше, 13,5, вот, да, я насчитал. Что касается ремешка, чувствую, что здесь что-то типа 22. Да, 22, так что, в принципе, любой сторонний ремешок можете поставить. К тому же здесь, как я уже говорил, есть система быстрой замены. И от ушка до ушка здесь 51,1. Ну, то есть часы достаточно крупные, но в целом вполне себе универсальный размер. Мое запястье 18,5, как видите, очень даже приятненько эти часы располагаются на запястье. Хороший такой мужской размер, классический стиль. Мне понравилась версия вот именно с таким черным циферблатом. Максимально, может быть, с одной стороны сдержанная, с другой стороны максимально универсальная. Ну и нравится мне это сочетание черного циферблата, черной вставки на безеле
и вот этого красивого, такого очень, опять же таки, сдержанного коричневого ремешка. Раз уж сказал про ремешок, нравится. Ремешок классный, такой приятный на ощупь, прострочка в тон. Хорошо сочетается с черным циферблатом. И, знаете, он достаточно мягкий. То есть его не нужно будет долго разнашивать. Его надел, мне кажется, несколько часов, и уже они будут красиво, аккуратно сидеть на вашем запястье. Это хорошо, это плюс, потому что все-таки, когда вы берете часы с кожаным ремешком в базе, хочется, чтобы он был сразу удобным на запястье, ну и в целом приятным. Да? Ну, зачем, собственно, брать часы, чтобы сразу их, в общем-то, менять на них ремешок. Все-таки это как бы, ну, странный на самом деле подход. Симпатичная классическая здесь застежка. В целом мне нравится ремень. Что касается цены, то они стоят чуть больше 17 тысяч рублей. Плюс не забываем про мой купончик на скидку. Так что получится даже, наверное, меньше, чем 17 тысяч рублей. И с учетом того, что это уже в России, да, без всяких там доставок, пошлин и так далее, с учетом характеристик, качества, ну, о нем мы поговорим чуть позже, я думаю, что это прям очень даже вкусненькое предложение, я вам так скажу. Но прежде чем мы перейдем уже к каким-то деталям, давайте еще посмотрим по весу, поскольку это важный момент с учетом размеров корпуса. 99 грамм, то есть меньше сотни, в принципе, приятный такой вес, который вы будете ощущать на запястье. Лично я люблю, когда часы все-таки вот немножко так вот, знаете, чувствуются, да, на вашем запястье. Чувствуется приятный такой вес. И здесь как раз то самое. Ну, во-первых, конечно, сразу вот мне бросается в глаза купольное стекло, и оно немножко так приятно по краям искажает вот эти, да, метки по краям. И сразу на винтажный лад настраивает. И ремешок здесь, да, и вот с черным вставкой на безель. Все это вот настраивает на винтажный лад. Симпатично. Здесь накладные метки, полированные, да, с зеркальной полировкой, стрелки тоже с зеркальной полировкой, стрелки правильной, хорошей длины, минутная, часовая, поэтому с читаемостью здесь проблем абсолютно никаких нет. Ну и секундная стрелка с таким вот здесь посерединке наконечничком, с, опять же, здесь люминофор везде, да, швейцарская суперлюминова, и светят они прекрасно. В темноте ярко, так сочно, хорошо. Надписи минимум, логотип есть, да, все это печатное, а вот метки как раз накладные. И поэтому циферблат не перегружен. Кстати, еще минутную разметку они вынесли на боковую часть ранта, она так немножко скошена, да, и поэтому еще более такой простой, я бы сказал, да, классический циферблат. То есть ничего лишнего здесь нет. Вставка на безеле здесь алюминиевая, безель приятный такой, четкий, хороший, уверенный безель. Хорош. Есть два лагеря, да, это те, кто любит керамику, и те, кто любит более такое винтажное ощущение, да, матовые, особенно когда здесь вставка на безеле, но здесь дело на самом деле вкуса. Выглядит приятно, выглядит не ярко, основное внимание, конечно, здесь идет именно к циферблату. Безель удобно брать, потому что он чуточку шире, чем основная часть корпуса, поэтому если вот эти часы использовать для погружения, например, да, для плавания, здесь 200 метров водозащиты, то как раз это будет чуть более удобно. Ну, в повседневе здесь нет никаких резких граней, никаких резких переходов, поэтому в принципе модель она достаточно универсальная, и чтобы ее носить на каждый день. Заводная головка крупная достаточно, ей удобно пользоваться, она такая прям хорошо сочетается с общими размерами корпуса, потому что здесь ушки, они достаточно длинные, но при этом они не являются какими-то узкими, они вот такие, как надо, как мне кажется, хорошей такой толщины. И боковая часть по корпусу с сатинированием, да, здесь грань, опять же, по корпусу тоже с сатинированием, верхняя часть ушек сатинирования. Все такое вот максимально сдержанное и уже куда-то уводит нас вот такие винтажные тюдоры, винтажные роликсы, когда часы вот именно практичные максимально, да, чтобы не было что-то излишней какой-то блестючести, да. Кроме вот того, что здесь есть на циферблате, когда солнце ярко светит, конечно, этот эффект имеется. Но я знаю, что большинство подписчиков моих любят, когда метки накладные, поэтому здесь как раз вот они умудрились сделать приятное сочетание винтажа с накладными метками, но чтобы не было вот такого именно перебора. По-моему, сделано неплохо.
Профиль здесь такой своеобразный. С одной стороны, может быть, немножко в Тюдор, но с другой стороны, больше в Ойстер, наверное, потому что у Тюдора плоская, да, вот эта часть боковая, здесь она немножко изогнутая. Более, я бы сказал, элегантная. Ну и задняя крышка, она достаточно плоская, поэтому это как раз-таки обеспечивает очень даже комфортную носку по этим часам. И знаете, в целом, я бы сказал, что с учетом цены, очень-очень приятное качество исполнения. Ну, не говоря о том, что здесь все-таки свой собственный дизайн. Да, определенные элементы заимствования есть, но с другой стороны, когда мы говорим про часы в винтажном стиле, а где таких элементов заимствования, собственно, и нет, да? Вот. Но здесь модель полностью самостоятельная, вот именно такое у меня мнение. Ну что ж, давайте теперь посмотрим уже и макро. Как обещал, накладные метки, да, полированные стрелки, и очень все аккуратно, приятно, и есть небольшой эффект солнечных лучей, даже несмотря на то, что здесь черный циферблат, это видно приятно. На других версиях, да, там синий, например, это более отчетливо заметно, ну а здесь как раз таки вот более сдержанно, я бы сказал. И дата. День недели, в тон, белый цвет, ничего не раздражает, ничего лишнего как будто бы нет на циферблате. И даже я, человек, который не очень любит, чтобы была дата, в принципе, мне окей именно в таком варианте. Ну и посмотрите, очень неплохо сделано здесь сатинирование, тем более с учетом своей цены. Молодцы. Ну и Miyota, который можно рассмотреть под задней крышкой. Что по итогам? Приятная, универсальная, сдержанная, симпатичная модель с отличными характеристиками, отличным качеством. Ну и я бы сказал, что в своей ценовой категории, особенно с учетом того, что вы можете купить их прямо в России. Да так вот, если подумать, а какие конкуренты, да, в этой ценовой категории? Мне что-то даже в голову не приходит. В принципе, наверное, даже этих конкурентов вот прям так вот на поверхности, чтобы прям таки и нет. Поэтому, если вам нравится этот дизайн, если вот хочется что-то такого, да, может быть, уже немножко с прицелом на золотую осень, да, то почему бы и нет. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.